Всем привет! С вами интернет-магазин Cooler Water, и сегодня мы рассмотрим проблему, которая случается часто у всех. Почему течет кулер? Подтек кулер, течет кулер снизу, либо просто где-то он течет, но непонятно где. Сегодня я вам расскажу 6 главных проблем, куда нужно обращать внимание, откуда может течь кулер. Я вам сегодня их покажу. В двух словах расскажу, куда смотреть нужно и как это делается, чтобы устранить эту течь. Но показывать, как именно это делается, это уже будет по каждой теме, короткие ролики. В отдельности будут сняты ролики и выложены на наш канал. Уже многие ролики на тему, как поменять кран, поменять силиконовую трубку и так далее, уже есть на нашем канале. Ну и будут также добавляться дополнительные ролики, которые будут отвечать именно как это уже поменять на ваши вопросы. А сегодня мы просто рассмотрим 6 причин, почему течет кулер. Самые главные 6 причин. Поехали! Итак, я уже подготовил 2 кулера. Первый вариант это Экотроник настольный. Второй вариант это Пиносу напольный с электронным охлаждением. Бывает еще также с компрессором, но нам будет достаточно, чтобы понять, где какая проблема. Причина номер 1 это поврежденный бутыль для воды. Самая часто распространенная проблема скрывается в нашем бутле. Бутыль для воды мог получить микроповреждение при транспортировке, когда вам доставлял поставщик воды, где-то зацепил, на глаз эту микротрещину не видно, но когда вы вставляете бутыль в кулер, создается ощущение, что кулер течет снизу, но на самом деле подтекает сама бутылка, стекая внутри по кулеру вниз. Незаметная для глаз трещина в бутылке нарушает работу кулера. Из-за потери герметичности бутыли вода в баке не держит уровень и льется через край внутри. При этом создается ощущение, что кулер течет снизу, но на самом деле течет наш бутыль. Что нужно делать в этом случае? Нужно просто заменить бутыль на совсем другой, который у вас есть. Заменить на другой бутыль с водой и посмотреть, не собирается ли вода под кулером. Если же проблема решилась, значит проблема была в вашей бутылке и вы с ней сами справились. Причина номер 2. Это течет силиконовая трубка. Либо пробилась, либо пережалась силиконовая трубка. Что нужно делать? Нужно снять заднюю крышку, которая у нас установлена на каждом кулере. Он всего лишь установлен на 6 болтов, либо компрессорная решетка, которая, если кулер с компрессорным охлаждением, у вас будет компрессорная решетка, также 4 болта, сверху 2, снизу 2. Откручиваем обычной крестовой отверткой, и мы имеем доступ ко всем запчастям внутри кулера. Силиконовые трубки, у нас их тут множество, которые идут от крана к баку, от бутылеприемника к бакам, кранам. Все трубки нужно хорошо, внимательно проверить. Когда у нас вода стоит сверху и где-то трубочка силиконовая пробита, мы можем с легкостью понять, просто посмотрев, заглянуть во все стороны изнутри кулера. Заглянуть и посмотреть, не течет ли сама трубочка. Если вы видите явно, что где-то трубочка течет, да, их тут много. Есть вот трубка, есть здесь сверху на баке, который с бутылеприемника, отвод газов. То есть множество, которые идут от баков к кранам. Если вы видите, что где-то течет, какое решение? Нужно просто купить силиконовую трубку и заменить на новую. Можно это сделать также самому в домашних условиях, либо же обратиться к профессионалам. Также, кстати, стоит отметить, что все запчасти есть в нашем интернет-магазине Cooler Water. Мы отправляем по всей Украине с оплатой при получении, либо по безналичному расчету. Причина номер 3. Это течет наш бак нагрева. Вот он находится, вот этот овальный бак, в котором подключено много проводков, датчиков. Это и есть бак нагрева. Если вы открутили заднюю крышку и видите, что из-под бака собирается вода, либо идут капли, значит у вас уже старый бак, который устарел, либо из-за накипи, которая создается внутри бака, у вас со временем может просачиваться вода. Соответственно, что нужно делать? Какое решение данной проблемы? Это купить новый бак и заменить на новый. Где купить бак? Опять-таки в нашем интернет-магазине. А видео, как это делается, можно также найти на нашем канале. Причина номер 4. Это течет бак уже холодной воды. Бак холодной воды находится сверху. Это редкая проблема, но бывает, что и бак холодной воды также может течь. Что нужно делать? Просто открутить крепление бака холодной воды, снять все силиконовые трубки
купить, заказать в нашем интернет-магазине бак холодной воды и заменить на новый. Ну или же вы не хотите заморачиваться, обращайтесь по данной услуге в наш интернет-магазин, и наши мастера в вашем городе по всей Украине с радостью вам помогут с этой проблемой. Проблема номер 5. Бывает, что со временем начинают течь штуцеры, сливные штуцеры горячей и холодной воды. Со временем они бывает, что могут течь, пропускать воду. Нужно просто проверить, не течет ли вода отсюда, либо изнутри, когда мы откроем крышечку. Здесь идет силиконовые трубки к ним. Также бывает, что прямо на входе в штуцер бывает, что начинает течь вода. Несколько вариантов. Вы покупаете штуцер и сами меняете его самостоятельно. Либо же обращаетесь за помощью в наш интернет-магазин. Штуцеры продаются недорого. Я думаю, вы сами справитесь. Как это делать, также можно найти на нашем канале и с легкостью заменить самому в домашних условиях, без особых усилий и особых знаний. Причина номер 6. Это текут сами краники. Краники могут течь как из этой стороны самого крана, либо по корпусу, или же могут течь изнутри, то есть внутри кулера. Там у нас имеется пластиковый переходник, который идет от крана к трубке. Либо же бывает, что внутри сама резьба, если у нас внутренняя резьба, может быть, треснула или лопнула, и идет течь. У вас, в принципе, практически во всех случаях будет собираться вода снизу, потому что он стекает внутри, по стенкам, либо по трубкам, по бакам, он стекает вниз, и у вас создается под кулером лужа. И создается ощущение, что течет кулер где-то снизу. Но проблемы, как мы понимаем, могут быть разные, начиная сверху, это с бутылей приемников, баков холодной и горячей воды, всех силиконовых трубок, кранов и так далее. Что нужно делать в этом случае? Вы покупаете кран, разбираетесь, какая у вас... Кран, кстати, бывает двух типов крепления, внутренней или наружной резьбой. Также легко он откручивается, да, таким макаром он крутится, это с внутренней резьбой. Если наружная резьба, вы снимаете верхнюю крышку кулера, откручиваете с внутренней части сами краники, там гаечки у вас идут, либо там могут быть переходнички, которые тоже нужно открутить и снять их от крана. Покупаете новый кран, опять-таки в нашем интернет-магазине, либо же где вам удобнее, вставляете, либо закручиваете, если у вас краны с внутренней резьбой, просто закручиваете отсюда, вы их выкручиваете, тут же вы их и закручиваете. Как это сделать, как это делается, также есть у нас на канале видео, как это можно сделать в домашних условиях, при минимальных усилиях, без каких-либо знаний и инструментов. Все это делается легко. Уверен, вы справитесь с этим сами. В процентном соотношении где-то 50-60% люди, которые обращаются, что у них течет кулер, мы просто им советуем: поменяйте бутыль с водой на другой. То есть снимите, который у вас сейчас, и замените другой. И после того, как они это делают, действительно, да, кулер перестает у них течь. И говорят: спасибо, до свидания. Ну а мы рады помочь людям. Вот мы и прошлись по всем основным причинам, 6 в нашем случае было причин, почему течет кулер и как с ним бороться, что делать, куда смотреть, где копать. Если вы не хотите во всем этом разбираться, с этими кранами, трубками, баками, как это раскручивать, как это менять, вы можете просто заказать услугу по ремонту и диагностике кулера. Наши мастера приедут, заберут ваш кулер в наш сервисный центр. Наши сервисные центры находятся по всей Украине, абсолютно в каждом городе. Они продиагностируют, скажут вам, что поломалось, сколько это будет стоить, есть ли смысл его ремонтировать, сориентируют по цене, по работе, по запчастям. Дальше вы принимаете решение, делать вам, либо можно заменить ваш старый кулер и получить хорошую скидку на новый. Ну и при этом вы, не заморачиваясь, просто отдаете ваш кулер в наш сервисный центр, и ваша проблема решается. Ну или второй способ, это вы смотрите видео, как ремонтируется. Если вы поняли, заказываете нужную запчасть, которую вы уже предварительно разобрались, какая вам запчасть нужна, какая у вас модель кулера, модель запчасти. Вы нам это все оговариваете, мы подбираем по наличию или из аналогов, высылаем вам по новой почте, оплатить можно также при получении. И сами меняете. Конечно же, есть еще несколько причин, почему течет кулер, но это совсем редкие случаи, их даже можно не называть. В основном самые главные 6 это я вам показал, рассказал, озвучил. Дальше можно смотреть уже, что у вас конкретно. Всем спасибо за просмотр. Если для вас это было полезное видео, ставьте лайк. Если видео вам не понравилось, ставьте дизлайк.
Также, если у вас остались вопросы к данному видео или по вашему вопросу, оставляйте их в комментариях. Мы стараемся максимально быстро на них отвечать. Либо же вы просто звоните сразу по телефону с нашего сайта coolerwater.com.ua, и наши менеджеры-операторы вас проконсультируют по вашему ремонту, либо по вызову мастера. Это все происходит бесплатно. А ссылки на запчасти и на наши услуги по ремонту, чистке и диагностику кулера вы найдете под видео в описании. Всем спасибо, пока!